Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 октября. Давайте узнаем, что скоро случится или скоро произойдет. Что в ближайшем будущем ожидать? Или, может быть, это будет связано с персоной. И мы достанем первые три карты, как три знака судьбы. На колоде 78 дверей. Открыты двери или закрытые? Куда-то мы и сами не пойдем. Но, а может быть, это ключ, который нам нужно будет подобрать. Вот давайте узнаем, что нам подскажут карты. Возможно, это как сфера жизни э, или вопросы какие-то, где вам доведется принимать важные решения. Вот с чем это будет связано? Ну и двери, да, открыты, закрыты, каковы ключи. Первый знак судьбы для вашего знака. Второй знак. С чем это связано? События будущего, ближайшего буквально. Потоковая информация по этим трем картам. Без вопроса. А вот вопросы мы зададим в продолжение. И коль уж мы с вами заявили видео, да, как что скоро случится или произойдет. Вот что это такое, да? Или как какое-то важное событие, ключевое событие. Или действо. А может быть, это и человек. И вторая карта неожиданности. В принципе, для вас, может быть, этот период очень важен, и именно для вас. Почему? Тут некоторая взаимосвязь, ну пусть не на этот даже период времени, но октябрь, ноябрь, тут как вы и сами принимаете решения, но тут еще и планетарные транзиты Урана. Мы подходим медленно, но верно к тому периоду, когда сейчас пока Уран находится в знаке зодиака Близнецы, а Близнецы известно, как и вы, планета-управитель Меркурий, и это одна какая-то конфигурация. Но с 9 ноября это уже тоже совсем скоро. Вы можете это ощущать. Или, опять же, есть взаимосвязь каких-то позиций ваших или задумок. Там перейдет Уран, вернется на, ну, на несколько месяцев, аж с заходом на 26-й год в знак зодиака Телец. И это все равно на вас влияет, потому что вы, как и Телец, относитесь к знакам зодиака стихии Земли. Вот есть что-то, что для вашего благополучия, что для вашей миссии, я не пафосные слова говорю, а это действительно что-то вот вам как либо скреативить придется, либо создать. Поэтому вот эта неожиданность, это может быть возможность какая-то. Или правда какая-то открывается, значит, не случайно. Или человек появляется неожиданно. Вот это причина и следствие. С какими неслучайными случайностями связано. И что прояснится, к чему это все идет. По основным сферам жизни это любовь, личная жизнь или, ну, в принципе, взаимоотношения с кем-то. А для нас, для каждого из нас в целом важно до конца 2025 года строить правильные социальные связи. Сфера финансов и сфера ваших достижений. Работа, или пусть это будет связано с учебой, какие-то важные встречи, контакты, договоренности, согласования. Ну, у кого что. Итак, первый знак судьбы. Ну, вот есть какое-то разочарование. Может быть, когда-то вы из лучших побуждений, тройка мечей, да, хотели что-то осуществить. Но вот на лад это дело явно не пошло. Вы могли столкнуться с таким глубоким разочарованием. Это, знаете, как сгусток боли. Это переживание очень сильное, сильная эмоция. Это всегда неожиданно. Это, знаете, у кого-то словно нож в спину. Вот такое тоже все-таки тройка мечей. Но мы рассматриваем на данный момент и если мы как знак судьбы, нас просто немножко назад, как бы историю вашу, да, вашей жизни, вашей судьбы нам предлагают карты открутить как киноленту немножко назад. То есть есть что-то из прошлого, что пока еще как заноза или вы еще пока не решили. Это карта выздоровления. Поэтому вот вам доведется расставить все по местам, точки над «и». Но вам тут как пространство будет помогать, добавляя больше конкретики, определенности по какому-то вопросу. И самое главное, вы уже не переживаете. Вот вас раньше какие-то эмоции словно держали, ну, как в застенках собственного восприятия. Или когда было сложно эмоционально преодолеть какую-то историю, именно эмоционально. История-то закончилась, это нам и говорят об этом. Но выздоровление приходит, когда наступает эмоциональное равнодушие.
Мы уже заново не переживаем снова и снова какой-то вопрос или проблему. Мы себя где-то бережем, понимаем, что, ну да, это завершилось. Мы не можем на что-то повлиять или мы не можем повлиять на кого-то. Давайте я достану еще одну карту. И, скорее всего, вот это выздоровление в эту декаду, что-то подобное будет происходить. Самое главное, закрытых дверей нет. Это нам как будто наступило время встать и выйти из этой темной комнаты. Может быть, настало время уйти от какой-то многозадачности. Посмотрите, тоже завершающая карта, десятка жезлов. Когда мы понимаем, ну, отчасти даже, что много проделано либо работы, либо пройдено дорог. Но все как будто впустую, мои дорогие. Или когда потрачено много усилий, а вот ВОЗ и ныне там. Мы не могли на кого-то повлиять, мы не могли что-то кардинально изменить, поэтому отчасти это усталость. И иногда даже усталость от эмоционального выгорания. Эмоциональное выгорание иногда, ну что это? Это апатия, по сути дела, начинается с этого. И самая главная задача, чтобы это не перешло в депрессию. Но это так, психологически. Поэтому вам ваша усталость будет давать правильные знаки. Чем вам не нужно как будто заниматься или не нужно себя ну вот есть, мои дорогие девы, то, что из прошлого вы не можете кардинально перестроить. Либо ситуация от конкретного человека, либо от группы людей зависела, либо какие-то внешние обстоятельства. Вы люди очень ответственные и, может быть, даже с лучшими побуждениями, действительно. Вы действовали или хотели что-то осуществить, ну вот, но как-то не пошло. И это было связано или инициирована какая-то задача не совсем с вашим желанием. Здесь именно вразрез что-то пошло. Но вот теперь усталость вам отчасти помогает тем, что вы устали от самой ситуации, вы устали от какого-то замкнутого положения, от того, что вы, может быть, много работаете или много ответственности тянете, а это очень похоже на вас. И теперь мы понимаем, что нет. Те люди, персоны, которые призваны выполнять свою работу. И неважно, кстати, кого это касается. Это может касаться даже ваших близких. Это может быть и ситуация по работе. Мы просто понимаем, что мы себя в какой-то ноль ввели по собственным предубеждениям. И вот теперь мы словно шли не туда. Или вот как этот человек, обратите внимание, изображенный на карте, я надеюсь, это видно, он толкает вот эту стеклянную дверь, в надежде, что либо он привлечет внимание к себе, и кто-то ему поможет, или дверь откроется, но этого не происходит. Всем, да все равно, проходит мимо. Единственная девочка. Но девочка воспринимает это как какую-то игру. Понимаете, вот есть какой-то элемент, когда кто-то может тоже наблюдать за вами и воспринимать это как вашу игру. И только вы одни знаете, где там эта игра закончилась, и сколько вам переживаний стоила какая-то позиция или удерживание ее. Люди не видят, люди не слышат. Они где-то равнодушны или каждый занят чем-то своим. Но мы сейчас о дверях. Двери открыты или закрыты. Вообще ведь эта дверь, нам говорят, она просто открывается в другую сторону. Человек толкает, думает, что она от себя как бы, да, откроется. А ее нужно легонько потянуть на себя и выйти. Вот альтернативный метод действия. Или прощание с какой-то многозадачностью. Но факт, понимаете, если мы будем продолжать, где-то карта ведь тоже говорит, если ты будешь продолжать в каком-то прежнем ритме, прежнем темпе, прежними методами, ты себя будешь вот как в какое-то замкнутое пространство или вот в эту тройку мечей, да, в эти переживания, эмоциональное выгорание или апатию вгонять. Вот это надо прекратить. Второй знак судьбы. Ну вот выход. Врата открыты, нет закрытых дверей. Опять же, тут единственное, опять же, по поводу методов. Да, мы толкали эту дверь, и были надежды, что мы все преодолеем. Но не все тут нашей власти. Мы не можем повлиять на обстоятельства. Вот мы в конечном итоге это и понимаем. И мы не можем повлиять на людское мнение. Поэтому оставим это все сложное и пойдем дальше, мои дорогие, вот только и всего. И то, что нам поверьте, казалось, знаете, какой-то неразрешенной проблемой. Мы ее оставляем, и мы как будто вообще тут вздохнули полной грудью, легко, свободно, новые горизонты.
новые возможности, а главное, никакого эмоционального выгорания. Может быть, карта говорит напрямую для кого-то из вас совершить какую-то приятную поездку, расслабиться, мои дорогие, отдохнуть, правда. Вот отдохнуть, я бы сказала, вам нужно. Даже ни одна карта, в общем-то, про здоровье не говорит, но если мы все же наши карты мы рассматриваем с позиции позитивной психологии, то, знаете, вот это эмоциональное напряжение для каждого из вас может достигать пика, и вы это будете четко ощущать. И это не говорит о том, что надо собрать волю в кулак. Мои дорогие девы, пожалейте себя. Наступает ваше время, оно уже наступило. Вы сейчас, я говорила это еще до карт, что у вас такой ответственный период. И, наверное, самое главное, это когда мы берем правильные ориентиры. Вот когда вы позволите какие-то добрые эмоции себе или добавите их, или переключите свое внимание, ну, может быть, буквально на пару-тройку дней куда-то уехать, да, или какой-то себе организовать ретрит, или приятное общение. Вот вам именно переключиться нужно с какой-то замшелой ситуации, которая вас достала. Но вы, знаете, как эту тележку как будто тянете и тянете. Вы во что-то включились, и вам очень тяжело. Вы, может быть, даже уже и света белого не видите. Ну, я так условно говоря, потому что, ну, темная карта, да. И нам однозначно говорят: "Нет, добавь больше пространства, больше воздуха, полета души. Вот пожалей самого себя или саму себя". Ну, вот как-то так, но выход должен быть. Ладно, третий знак судьбы. Ну вот. Тут все многое, если не все, становится на свои места. Карта человека и девятка кубков, иногда я говорю, карта эгоиста, но, видимо, вам побыть эгоистом совершенно необходимо. Вы долгое время решали какие-то не те задачи или были вынуждены, но находиться в каких-то рамках, кстати. И вот вам сейчас дает это как знак судьбы. Вам судьба дает возможность выйти из этих рамок, из какого-то периода ограничений, когда, ну, может быть, некоторые стереотипы вам тоже мешали, а потому что усталость, опять же, уставшие люди делают ошибки. Будет неплохо, когда мы вот эту переоценку ценностей для себя самих в собственной душе проводим и понимаем, что, ну да, в чем-то мы и совершили ошибку, может быть, верили во что-то или в кого-то, или были уверены, что мы сможем какую-то ситуацию преодолеть. Так вот, есть тут те темы, которые вам нужно просто оставить. И поверьте, и ценить будут больше, и у вас возможностей больше, и ваши силы будут, и ресурсы направлены именно в какое-то нужное русло. Побыть эгоистом явно стоит. Быть внимательным к этому периоду, потому что все-таки девятка, а это, знаете, такое, как на развилке, время перехода, время перемен. Что-то будет меняться. И поэтому на ваше благополучие направленные должны быть все ваши ориентиры, взгляды, намерения, цели. И уж не точно не на переделку какой-то прежней ситуации, событий или их преодоления. Отдохнуть, себя чем-то побаловать. Тоже, кстати, карта призывает. Это как знак судьбы. Вот все то, что я говорила, это для вас как подсказки, и это важно. Нет закрытых дверей. Но, наверное, вот как эту стеклянную дверь, просто нужно потянуть на себя, а не толкать вперед. Как-то по-другому, с другим подходом подойти, может быть, и к решению вопроса. Или оставить, опять же, вот это все сложное и сказать, да пусть оно там разбирается само. Вот правда, как будто наступило то время, как, знаете, кульминационный момент, когда для вас это сделать необходимо. Ну и к финансам все-таки будьте внимательны, потому что карта говорит, что финансы, ведь хоть и кубки, а по сути дела, это карта самодостаточного человека. И в первую очередь нам про деньги отчасти, сфера финансов и деньги не ради денег, а как один из способов взаимодействия с миром. Нам карта говорит, тебе это еще пригодится. Но мы тут перерокировку собственных взглядов еще должны, какую-то переоценку сделать будем. И для этого необходимо отдохнуть. Вот конкретно все карты об этом. Вот. Так что же там случится или скоро произойдет? Ну, мы можем завершать наш расклад. Вообще, все то, что я сказала, эта карта тоже подтверждает. Почему? Карта Солнца. Выбора правильного направления. И то, что я говорила до карт с учетом планетарных транзитов, да, я говорила сейчас
у нас время такое, октябрь, если мы говорим, пока я делаю это видео. У нас, кстати, Меркурий в Скорпионе, а планета-управитель Скорпиона — Плутон. Плутон — владыка подземного мира или прошлого. Вот оставьте прошлое в прошлом. Мы долго с вами на эту тему беседовали. А как раз Скорпион, он позволяет рационально подойти к какому-то вопросу, услышать собственный голос желаний, мудрости и где-то интуиции. Связь вот эта, да, с каким-то абсолютом, она все-таки присутствует, если мы говорим про октябрь месяц. И совсем недавно мы прошли тот период, когда было солнечное затмение в вашем знаке зодиака, может быть, месяц где-то тому назад или пару месяцев уже какая-то ситуация у вас начала выравниваться. Вот смотрите, и теперь после этого вы уже включились в какую-то работу. То есть, может быть, для кого-то это подсказкой. Вы включились в какое-то направление, в какую-то работу. И потом вдруг это как-то может остановиться. Вот тогда будут обрисовывать эти карты, что та тема, которой вы занимались вот именно последние месяцы, в надежде, что получится результат. Вот отчасти может быть конфуз или путаница какая-то, когда мы понимаем, нет, это так не продолжается. Или какие-то договоренности не срабатывают, и вам необходимо это переиграть. На кону ваше солнце. И вот эти 6-8 месяцев какой-то активной работы или деятельности, но вот это направление, его нужно подкорректировать, как будто выбрать, выйти из какой-то той прежней установки, как мы себе наметили. И если мы будем что-то продолжать, оно же ведь на лад это дело не пойдет, факт. Поэтому, как на тот период, пока у нас Уран в Близнецах, и мы говорим Близнецы, Меркурий, планета-управитель, как и у вас, и вы это ощущаете остро до 9 ноября, а потом заключительный реверанс по Урану и возврат его в Телец, а вы, как и Телец, принадлежите к знакам зодиака стихии Земли, и это будет планетарно продолжаться до 26 апреля 26 года. Вот эта дистанция, мои дорогие, для вас открывает коридор возможностей. Дам небольшую подсказку, планирую написать статью на своем сайте, может быть, создам еще и видео. Так вот, такой вот коридор возможностей, он начнется с 9 ноября, по крайней мере, можно со мной не соглашаться, это мое личное видение. И в основе моего видения лежат не только планетарные транзиты, но и цифровая конфигурация, если можно так сказать. Так вот, я обозначу сроки по датам. С 9 ноября этого года, и этот период будет у вас продолжаться, ну, как знаковый период, до 26 февраля, внимание, 26 года. Это как раз период, который совпадает с парадом планет. Дальше мы оттолкнемся от 26 февраля и какой-то знаковый период до 1 апреля 26 года. И уже со 2 апреля, вот есть такие четкие даты, до 26 апреля, как я сказала, 26 года. Вот где-то 6-8 месяцев они приблизительно, условно и проходят, когда приготовьтесь, но вот вы от какого-то вашего важного решения, что случится или произойдет. Может быть, как раз конец октября вы формируете для себя. Кто-то род занятий, кто-то вот это направление. У кого-то это будет касаться личной жизни, а у кого всего вместе. И финансы, и личная жизнь, и какое-то направление, вплоть до переезда. Вот тут и такое может быть. Ладно, неожиданности. Праздник, мои дорогие. Рождение чего-то нового. Конкретно. К чему все идет? Вы маг, волшебник. Но это, наверное, это не просто слова, опять же, это ваша миссия. Но это надо быть этим серым кардиналом, по-другому дело не пойдет. Ну, мы очень долго говорили, я уже не повторяюсь. Маг — великий практик, это про вас. Кстати, маг, пусть не в этой колоде, но очень часто маг — это опять же Меркурий. Всегда в левом верхнем углу, ну вот есть колоды, где изображение идет именно планетарное. Это тоже Меркурий. Но пусть это тот Меркурий, который ближе к близнецам. Но, может быть, там, знаете, как близнецы, они более настроены на перемены. То есть в ваших знаках зодиака хоть и планета одна, а проявляется она по-разному. Вот у вас Меркурий вам дает как и информационный поток, и правильную какую-то аналитику. А в близнецах это какая-то перестройка постоянная, мои дорогие. Вот вам нужно совместить полезное, приятное и еще и прогрессивное. Будьте магом и волшебником. Прекрасное время. Но
начинается с какого-то вашего важного решения. Да, это точно, хоть и на сферу у нас выпадает личной жизни, у кого-то конкретно вопросы дома. Человек сидит под мухомором, да, ну вот тут с одной стороны, в контексте правильных согласований, внимание, стройте правильные социальные связи до конца 2025. Все решают люди. И у вас есть возможность договориться, мои дорогие девы, вам только стоит захотеть. Ну и второе направление – финансы. Денежный какой-то вопрос. И мы не можем тут, знаете, себе сказать, сначала я решу, допустим, какую-то денежную тему, а потом я буду заниматься личной жизнью. Нет, останемся под мухомором. Соединять. У вас есть стихия в руках. Тут есть какая-то недоговоренность, какая-то заноза. Полпятерки пентаклей, и есть всегда, ну, какой-то пункт нерешенный. И вам это предстоит тоже решить. Давайте мы достанем, ну, может быть, как дополнительную карту или карту совета. Это вообще про что? Еще одна пятерка. И я уже сказала, противостояние. Конкретно вот очень хорошо символизирует прорисованная тема на этой карте. Противостояние. Неизвестно зачем, неизвестно куда и вообще какой смысл этим заниматься. Отчасти карта я называю пятерку жезлов информационного хаоса, когда кто-то сознательно или неосознательно, неумышленно нас как раз втягивает в какую-то белиберду, путаницу или создает нам вот эти какие-то недоразумения. Вот явно есть вот какая-то концепция от всего того, что я говорила в самом начале. И вам это надо переиграть. Мелкие карты обе. А у вас тут солнце, маг. Что-то нужно пересмотреть и по части личной жизни. Да. Вы знаете, есть колода герметического таро и девятка жезлов. Там карта великой силы. С одной стороны, карта говорит, чаще, кстати, в классических колодах изображен на девятке жезлов воин с перевязанной головой. Это шишки он уже где-то набил, поэтому нам тоже говорят, что мы сильные, потому что имеем опыт. И еще раз, грабли старые мы не должны найти. Какой-то прежний метод не работает. Даже если возвращается какой-то человек, но тогда тут тоже нужно быть реалистом. Может быть, вам и придется договариваться, но тогда в стиле мага. По-другому не скажешь. Но и реалистом в том плане, что если были конкретно проблемы с конкретным человеком, ну, проблема сама по себе никуда не делась. Она не решилась. Поэтому тут не время строить иллюзии. Но и выйти из какого-то замешательства, или вот как из этой темной комнаты уже пора. Искусство мелких шагов. Сделал шаг и остановись, осмотрись, отдышись. Проверь как будто. Не включайся в решение каких-то вопросов, опять же, которые интересны кому-то. Только вы. От начала до конца. Мои дорогие, вы альфа и омега. Как минимум до конца октября. По деньгам, опять же, пятерка мечей. Вот посмотрите, у вас все время какой-то идет недостаток. И это все то, о чем мы говорили в самом начале. И вам вот со всеми этими пятерками все недостаток. Это взаимопонимание у нас или карта конфликта. Называют ее еще первая победа. То есть, ну, такая визуальная победа как бы есть, да. Или такое, знаете, напряженное противостояние. Да, скандала нет. Нет какой-то, знаете, ну, как или конфликта, или такого яркого противостояния, когда прямо на ножах, да? Нет, тут расходятся в разные стороны. Или мы говорим, разошлись, как в море кораблей. Но каждый остался при своем мнении. Вот вам вот эти все пятерки предстоит как будто, ну, разобраться или как-то уладить. Я бы не сказала даже уладить. Я бы сказала, что самая правильная тактика отойти от этих дел вообще. И первый вопрос, что нужно мне? Вот вам лично, мои дорогие девы. И все карты об этом говорят. Но как будто задействованы и любовь, личная жизнь, социальные связи правильные. И если кто-то с нами не согласен, ну и оставим ему это. Но на деньги. Для вас будет важно, знаете, все же быть готовым к компромиссу. Может быть, какие-то важные разговоры. Но как бы ни строилось финансовая ситуация, да, вот, может быть, поэтому нам выпадала девятка кубков и все то, что я сказала. Для вас деньги в будущем понадобятся, поэтому мы не можем
допустим, потратить куда-то деньги только лишь потому, что уговоры какие-то есть или нас к чему-то призывают. Но, может быть, вам придется все же компромисс какой-то рассматривать. Но тогда эта позиция должна быть компромисса, когда вы видите для вас какой-то прогресс. Это правда, ваши достижения. Ну вот смотрите, так и хочется сказать, карта лидера. Вот вы должны быть лидером. Но если прежде много работы, много каких-то задач, мы тоже с вами говорили. А вот наш король жезлов. И, кстати, жезлы– это огонь. Огонь души в первую очередь, огонь желаний, наших намерений и целей. Но мы перекладываем в другую плоскость. Да, это страстное желание что-то осуществить, вот на достижение. И как будто ресурсов в ваших руках будет больше, если вы будете работать меньше. Сидит наш король. И неважно, мои дорогие девочки, может быть, у вас столько вопросов каких-то складывается, когда, ну, вы как, ну, знаете, в мужских энергиях. Так вот, карта конкретно говорит, вот ты сядь и подумай, или посиди, отдохни буквально. А двое работают где-то там, пашут буквально тоже. Вот у вас время поменяться местами с кем-то. Но я условно это говорю, а может быть у кого-то и конкретно. И вы знаете, тут на кону и построение карьеры, тут может быть и вот эта перезагрузка. Это ваша миссия, по сути дела. Но если мы пытаемся и думать о чем-то более высоком и вынуждены одновременно вкалывать до седьмого пота, ну, на лад это дело тоже не пойдет. Вам для осуществления какого-то проекта просто нужны силы. Все карты просто кричат об этом, мои дорогие девы. И будьте вот как по аркану мага. Стоит только захотеть. Найти альтернативные методы. Если считаете, нужно уйти от решения какого-то вопроса или просто понаблюдать, значит, так и нужно сделать. Доверяйте себе. Рождение нового. Новые возможности приходят неожиданно, может быть, и каким-то кривым, нелепым путем, правда, так оно и бывает чаще всего. Но для вас-то, мои дорогие, это солнце. Буду благодарна вашим комментариям, что это такое. Как-то непросто, да, но очень знаково. Оставайтесь со мной, мои дорогие любимые девы. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.